слоны, величественные и грациозные, спокойные и боевые, толстокожие и нежные, умные и талантливые, сильные и беззащитные. Они уникальные существа на нашей планете. Рассмотрим гигантов поближе. Жизнь слона сопоставима с человеческой. До 15 лет слоны – подростки. В 40-50 лет они самые крепкие и мощные. Стареют слоны в 60-70 лет. Слон крупнее всех обитателей на суше. В высоту гигант почти 4 метра, а его вес может быть тяжелее 6 тонн. У слона легкая походка. При таком тяжелом весе слон ходит очень мягко. Человек может даже не услышать, как из зарослей выйдет семейка слонов. Звучного стадного топота не будет. Слон ходит как бы на носочках, на пальцах. Так устроены его ноги. На стопе под пяткой есть мягкая жировая прослойка, словно подушка. Она пружинит каждый раз при опоре на ногу. При наступлении на землю резко расширяется, увеличивая опорную поверхность, и вновь сужается, когда слон поднимает ногу вверх. Она же бережет суставы от нагрузки и глушит стук ноги по земле, а также позволяет слону не увязнуть в трясине, в болоте, в песке и большую часть жизни проводить на ногах. В поисках пищи слоны проходят десятки километров в день. Слоны не умеют прыгать, но могут стоять на 2 ногах и держат равновесие даже на одной ноге. Слоны не бегают, но быстро ходят и могут кратковременно развить скорость до 40 км в час. Семья слонов – это самый сплоченный коллектив среди всех животных. Обычно это группа от 10 до 20 особей. Глава семьи – самая опытная слониха, рядом с которой обитают ее дети и сестры со своими детьми. Они дружны, сопереживают и радуются друг другу. На время брачного периода или в тяжелое для выживания время к семье прибиваются самцы и также отвечают за безопасность семьи. Но лидер семейства, главная самка, никогда не бросает свою семью до конца жизни и постепенно передает опыт младшим. Таким образом, в семье слонов всегда мамы с детьми. Самцы живут в семье до 15 лет, пока не станут половозрелыми. К этому периоду они все чаще задираются, хотя эти стычки строго пресекают старшие. В первое время они держатся недалеко от семьи, а потом отделяются вовсе. Иногда собираются в холостяцкие группы. У каждого самца слона периодически бывает состояние муста. В переводе с фарси означает опьянение. Это чрезвычайно агрессивное поведение от высокого уровня репродуктивных гормонов. Встретить такого одинокого слона весьма опасно. Он крушит все и всех на своем пути. Мудрые главы семейств уводят от таких слонов свою семью, а старшие самцы усмиряют агрессивную молодежь.
Беременность у самки слона длится 22 месяца, почти 2 года, самый долгий период на нашей планете. Слониха знает, какие травы нужно найти, чтобы роды прошли активней в нужный срок. Новорожденный слоненок весит 100-120 килограмм. Семья всегда радуется рождению слоненка, издавая возбужденные громкие звуки. В течение часа новорожденный слоненок уже должен встать на ноги. В это время члены семьи стоят стеной вокруг, защищая его от посторонних. Слонята кормятся материнским молоком 2-3 года, пока не научатся самостоятельно питаться. Слоненок-младенец сосет свой хобот, как человеческие дети сосут палец или соску. Слоненок весь день касается матери и сородичей. В переходах держится хоботом за хвост мамы. У младенца-слоненка нет навыка полноценно пользоваться хоботом. Он учится этому около 2 лет. И поначалу пьет воду ртом и чаще бултыхается в воду целиком. А далее, около 10-12 лет, у них тянется милейший подростковый период, который выглядит примерно так. Слоны – травоядные существа и в большинстве случаев дружелюбны к остальным обитателям. К природным врагам слонов относятся львы, тигры, крокодилы,
нежно-видные собаки. Чаще всего опасность грозит слонятам и молодым слонам. И семья слонов всегда начеку. Слон, отгоняя хищника, поднимает и расправляет уши, отчего видится еще крупнее, издает устрашающий крик. Орудует хоботом и бивнями, машет ногами. Соперничать с такой многотонной махиной решится не каждый зверь. Даже в случае, когда хищники нападают стаей, обычно сбоку или со спины, то прокусить кожу слона не так просто, а попасть под удар ноги или бивня слона – малоприятное событие. Мозг слона весит около 5 килограмм и таит в себе удивительные способности. У слонов долговременная память. Они держат в памяти дорогу к водопою или к запасам пищи на протяжении многих лет. Они узнают соплеменников после разлуки длиной в десятки лет. Легко отличают одного человека от другого, запоминают наши действия и поступки. Ученые выяснили, что слоны помечают друг друга индивидуальными звуками, типа имени, и воспроизводят это звучание при встрече. Слоны могут коллективно решать сложные задачи, например, в поднятии тяжелых предметов, в спасении от хищников и в поисках пищи и воды. Слон узнает самого себя в зеркале, понимая, что это он, а не другое животное, разглядывает сородичей и себя в отражении. Был проведен эксперимент. Слонихе нарисовали мелом крестик на голове. Она увидела крестик в зеркале и начала хоботом стирать этот рисунок со своей головы, глядя в зеркало. Отгоняя носорога, слон устрашает его веткой на голове. Носорог упрямится. Тогда слон подкидывает ветку, имитируя удар. Слон видит игру на барабане и пытается это повторить. Трубач играет мелодию, а слон изучает источник звука. Перед вами тайский оркестр из 14 слонов. Для каждого слона изготовлен тайский инструмент в увеличенном размере. Слоны с удовольствием импровизируют.
А в целом это звучит забавной какофонией. Слонов можно обучить рисованию. Хотя на начальном этапе обучения слон просто съедает кисточку, как веточку. Нужен длительный путь обучения. Этот 5-летний слоненок по имени Суда рисует слона очень точными и уверенными движениями хобота. Его обучали профессиональные художники. Еще один тест. Слона просят подать палку, привязанную веревкой к фанерному щиту. Слон решает задачу, сойдя со щита. Слоны – отличные пловцы. Их массивное тело имеет абсолютную плавучесть, а хобот позволяет плыть слону под водой. Воздух вдыхается простым поднятием кончика хобота над поверхностью. Слоны могут проплыть много километров. Самый длительный заплыв слонов был зафиксирован в Африке, когда они проплыли 48 километров и 6 часов подряд плыли под водой. Толщина кожи у слона может достигать 4 сантиметров. Слон не потеет, поэтому теплоотдача затруднена. По этой причине водные процедуры жизненно необходимы. Вода охлаждает, освежает, очищает кожу. К тому же слон нуждается в ежедневном питье. Он выпивает от 100 до 300 литров воды в день. Хобот слона – уникальнейшее явление, единственное в природе. Нос и верхняя губа за миллионы лет срослись и превратились в сложнейший, тонко работающий мощный инструмент. Это и нос, и рука, и звукоиздающий орган. Хоботом слон дышит, хоботом слон добывает пищу и воду. Хобот позволяет поднять вес до 200 килограмм. И одновременно аккуратно кончик хобота
поднимает мелкий предмет. Слоны пьют воду, втягивая до 7 литров воды внутрь хобота, как в резиновую грушу. Потом поднимают хобот и выдувают воду себе в рот. Хоботом слоны приветствуют друг друга и отпугивают врагов. С помощью хобота слоны обливаются водой и осыпают себя песком, защищаясь от солнца и насекомых. В хоботе около 40 тысяч мелких мышц, позволяющих совершать движения в любом направлении. Японские ученые выяснили, что в хоботе слона имеется 2000 генов, отвечающих за восприятие запахов. Это вдвое больше, чем у собаки. Слон способен услышать запах воды за 5 километров. Когда слон плавает, хобот служит ему дыхательной трубкой. Возможно, вы помните детскую песенку. Где бабы вышли на склон, жил на поляне розовый слон. И на самом деле розовые слоны есть. Это слоны-альбиносы. Рождаются они редко, 1 на 10 тысяч слонов. У альбиносов недостаточно пигмента – меланина. Слоненку это может грозить ожогами под палящим солнцем. Но есть и еще одна угроза. Это алчные люди, которые охотятся за слонятами особого оттенка, продавая их за большие деньги. В истории известны белые слоны. Но это те же альбиносы. Оттенок кожи у альбиносов может отличаться, но он всегда светлее, чем у обычных слонов. В Таиланде белых слонов тщательно оберегают. Белых слонов нельзя привлекать к работам. Их доля – это участие в праздниках и религиозных службах. Самой высокой наградой королевства Таиланда является орден белого слона. В буддизме слон – наиболее почитаемое священное животное. Он посвящен Будде, поскольку царице Майе во сне явился белый слон, возвестивший о рождении царственного владыки мира Будды Гаутамы. Издревле белым слонам оказывали королевский уход. Их выхаживали кормилицы, натирали душистыми маслами, эфирами, поили цветочно-травяной водой, облачали в одежду из дорогих тканей, не скупились на украшения из драгоценных металлов и камней. Некоторые люди говорят, что встречали слонов разных оттенков – серого, черного, красного, бурого, зеленого, белого. На самом деле есть простой ответ. Слон постоянно обсыпает свою кожу песком, землей или грязью с водой. Песок и пыль в разной местности имеют различный оттенок. Пыль высыхает на коже, и слоны приобретают разный окрас. Смысл этих действий в том, что пылевой слой на теле слона прикрывает его кожу от солнечных ожогов, теплового удара и пересыхания, а также не дает насекомым разгуляться в слоновьих складках. По этой причине
слоны постоянно устраивают себе пылевой или грязевой душ. На планете сейчас обитают два основных вида слонов – индийский, азиатский и африканский. Они разделились более 7 миллионов лет назад. Африканские слоны есть саванные и лесные. Некоторые ученые считают лесных африканских слонов третьим видом. Самые крупные слоны – это африканские саванные. Найти различия между индийским и африканским слонами весьма просто. Уши африканского слона заметно больше индийского, а у индийских слонов уши часто окаймляются розовым пигментом. Голова африканского слона округлая, а у индийского на голове возвышаются два шишковидных образования. Но милые слоны и те, и другие. У африканских слонов бивни имеют самцы и самки. У индийских слонов бивни только у самца. Хобот африканского слона имеет два пальцевидных отростка. У индийского слона такой отросток один. Функционально оба хобота совершенны. Человечество потеснило слонов около 5000 лет назад, когда начали расширяться угодья для растениеводства и животноводства. Происходила вырубка лесов, менялись русла рек. В те времена слоны находили новые маршруты для миграции по планете. Но люди охотились на слонов, привлекали к тяжелым работам путем насилия, создавали боевых слонов для ведения войн. Отряды боевых слонов известны еще до нашей эры в Китае, в Индии, в Африке. Слонов не обошли войны XX века. Однако самым горьким явлением в жизни слонов является охота человека за бивнями. Бивень слона – это видоизмененный зуб. Его состав и строение сделали бивни популярными при изготовлении религиозных амулетов, статуэток, курительных трубок, обложек священных писаний, декоративных панно. Слоновая кость применялась в изготовлении клавиш рояля и пианино и в невероятном количестве шахмат, бильярдных шаров, игральных костей. Пуговицы, броши, браслеты, заколки, бусы, расчески, веера, шкатулки, четки, рукоятки ножей. Троны правителей также украшали слоновой костью. С появлением огнестрельного оружия охота на слонов стала проще и превратилась в настоящее бедствие для слонов. К началу XX века африканских слонов насчитывалось около 20 миллионов. В 1980 году их осталось 1 200 000. Сегодня просторы Африки украшают всего 400 000 слонов.
И хотя с 1989 года продажа бивней запрещена во всем мире, браконьеры продолжают охоту на слонов и сейчас. Индийских слонов постигла та же участь. Их осталось около 40 тысяч особей. Печальным итогом человеческой жадности стало то, что представителей слонов с большими бивнями просто не стало. За ними охотились в первую очередь. На сегодня в заповедниках и охраняемых парках осталось всего около 20 носителей длинных бивней. Этих слонов знают в лицо и по именам. Ученые с тревогой думают о том, как сохранить наследие этих слонов, и отмечают, что эволюционным ответом стало рождение африканских слоних без бивней. Кроме чувства вины перед слонами, есть еще большие опасения об экологической устойчивости регионов Африки и Азии. Слоны так мощно влияют на баланс растительного и животного мира, что с их исчезновением начнут исчезать многие другие виды флоры и фауны. Человек в ответе за свою планету. Только важно, чтобы это по-настоящему осознал каждый из нас.